Друзья, всем привет! Не успел бренд Poco показать свои новинки, как одна из них уже у меня. Сегодня говорим о Poco X8 Pro, весьма годном представителе новой линейки X, который может порадовать своего покупателя интересными характеристиками для различных задач, в том числе и для игр. Рассмотрим его основные особенности, выделю плюсы и минусы, а также в целом выскажу свое мнение о целесообразности данного приобретения. Ну а ссылка на проверенного продавца будет в описании под этим видео. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же касается комплектации Poco X8 Pro, то она ничем не примечательна, кроме зарядного блока. В коробке вы кроме привычного кабеля Type-C найдете 100-ваттный зарядный блок, обновленный черный матовый чехол с бортиками для камеры, ну и конечно же документацию. Конечно же на экране будет еще и наклеена защитная пленка, которой вполне хватит на первое время использования аппарата. И также важно уточнить, что зарядник идет только в версии для международного рынка. Для европейского же рынка он не предусмотрен. Касательно дизайна Poco X8 Pro, то тут вы можете заметить контраст от прошлого поколения. Во-первых, это скругление корпуса и экрана. Выглядит куда более современнее и трендовее. Во-вторых, это материалы корпуса. Если в Poco X7 Pro был чисто пластик по бокам и на задней крышке, то тут уже боковые грани из алюминия, а задняя крышка из стекла. И в-третьих, очень схожая концепция дизайна, как это было реализовано в Poco F7, только в уменьшенном формате. И самое главное, в руке лежит очень приятно. Одним словом, такой формат не зашел. Ну а что же там по органам управления и другим нюансам данного смартфона? На лицевой стороне вы сможете найти фронтальную камеру, которая будет располагаться по центру, разговорный динамик, который также создает стереозвучание, и датчики. Нижние рамки не слишком толстые, дискомфорта при работе они не доставляют. Снизу располагается порт Type-C, динамик, микрофон и лоток для двух сим-карт. Сверху же расположился инфракрасный порт для управления бытовой техникой и еще один микрофон. На задней же стороне расположились два модуля камеры и одна вспышка. А по бокам все как и всегда: клавиша питания и клавиша управления громкостью. Дальше мы с вами переходим к дисплею. Что же касается экрана у Poco X8 Pro, то тут также все прекрасно. Производитель ставит сюда крутой LTPS AMOLED экран без каких-либо излишеств, имея в виду, что экран не водопад. Поиспользовав аппарат, могу сказать смело, для просмотра фильмов, для того же контента на YouTube и для игр, этого дисплея вам хватит за глаза. Теперь немного о спецификациях. Экран диагональю 6,59 дюйма и разрешением в 2756 на 1268 точек. Как уже было сказано, тут LTPS AMOLED экран, и он будет поддерживать частоту обновления в 120 Гц. Ну и в принципе это стандартная история для современных новинок. Производителем заявлено, что тут реализованы технологии Dolby Vision, а также HDR10+. На качестве изображения это, конечно же, сказывается в лучшую сторону. Еще из дополнения это, конечно же, наличие Always On Display. Но учитывая, что с суперобоями особо на нем не поиграться, потому что они не предустановлены здесь, то по факту это будет чисто как игрушка. Но при этом все можно через костыли попробовать расширить время активности Always On Display. Фильмы тут смотреть очень комфортно, и это доставляет только радость. Кроме этого софтова можем себе еще накрутить контрастность, если вдруг что не устроит. Ну и как я уже ранее упоминал, на экране наклеена заводская пленка, что также будет приятным бонусом. Теперь же тема для геймеров. Что же там по начинке? Poco X8 Pro получают новинку в мире мобильных процессоров. MediaTek Dimensity 8500 Ultra, видеоядро Mali G720MS8, оперативку типа LPDDR5X Ultra на 12 или же 16 гигов, ну и как вы сами понимаете, этого прям вообще будет достаточно для всех ваших потребностей. Что же касается накопителя, он установлен стандарта UFS 4.1 на 256 или 512 гигов. Дополнительно же расширить картами памяти хранилища мы с вами не можем. По части железа понятно, что аппарат очень-таки заряженный. Что же касается мобильного гейминга, тут также все прекрасно. Процессор полностью отрабатывает возложенные на него ожидания, и во все современные проекты можете играть с полным комфортом и при этом не ощущать каких-либо лагов.
Конечно, кто-то может сказать, что можно было бы сюда поставить что-то повеселее, но опять же, как по мне, это нормальное решение для данного ценового сегмента. Что же касается всеми любимых тротлинг-тестов и прочего, то могу сказать следующее. Падение производительности есть ближе к концу теста, и тут у нас стояли вводные тесты 100 потоков на 15 минут. Просадка же составила 29%. Конечно, это немного многовато, как по мне, но опять же в комментариях вы это можете обсудить. Ну а что же там по софту? Poco X8 Pro из коробки идет с HyperOS 3 и Android 16, и это прям однозначный плюс. Ведь не всегда бренды, связанные с Xiaomi, могут выпустить новинку с актуальным софтом. Если же говорить об особенностях HyperOS 3 в данном аппарате, то могу отметить плавность в работе, даже можно сказать стабильность оболочки. С момента получения аппарата новых обновлений на него, к сожалению, не пришло. Также, как вы знаете, я люблю находить что-то новое в оболочках новых смартфонов, и обычно эти поиски могут таки порадовать. В данном же случае не могу сказать, что прям смартфон набит этими новыми фишками, но есть все же о чем рассказать. Смог найти, конечно же, новую информацию о батарее, которая будет показывать состояние аккумулятора без лишних программ и прочего. Также в системе присутствует настройка свечения колец камеры, но к этому мы еще придем. И также еще в разделе мобильные сети и связь есть оффлайн коммуникация Xiaomi, которая позволяет вам без наличия сим-карты по Bluetooth оставаться на связи с нужными вам людьми. Как и обычно, тут будет обилие приложений от Google. Это, соответственно, Google приложения вместо каноничных сервисов Xiaomi, звонилки, контактов и сообщений. Но опять же, с помощью разных методов заморозки приложений, первоначальных настроек и прочего, можно от этого всего избавиться. И, конечно же, не забывайте проводить оптимизацию HyperOS для лучшей работы смартфона. Ссылка на это видео будет в описании. И также устанавливайте стоковые обновления из нашего телеграм-канала, чтобы первыми получать новые фишки. Ну а как же будет снимать это устройство? В принципе, вопрос с камерой всегда есть очень насущным у новых смартфонов, которые связаны с брендом Xiaomi. Но, по правде говоря, за последнее время все стало таким однообразным, что, скорее всего, тут уже особо-то и не удивить. Но, как по мне, это устройство позволит вам получить годные снимки и запечатлеть памятные моменты. Какие же модули производитель сюда поставил? Основной с оптической стабилизацией на 50 мегапикселей и ультраширокоугольный на 8. И да, как бы это два модуля съемки, но на что они способны? Полученные снимки оставили вполне приятные впечатления. Делая фото в светлое время суток, мы получаем вполне четкую и детализированную картинку, которую можно использовать для различных социальных сетей и прочего. Когда уже приходят сумерки, то изображение может немного поплыть, появляются шумы, ну и так далее. Но на такой случай можно поставить Google камеру, которая будет сглаживать эти моменты. И в целом за эту стоимость камера очень хороша. И при этом всем я ожидал, что будет хуже. Что касается фронталки, она на 20 мегапикселей и позволяет также делать вполне пригодные селфи-снимки при различных условиях. Из доп. Фишек могу отметить возможность спуска затвора взмахом ладони, это практично, настройка доп. Затворов, а также новый ночной режим 2.0 для лучших снимков в темное время суток. Насчет видео также не стоит переживать, можем максимально снимать в 4К и 60 кадров, что, конечно, очень радует. По уровню и качеству видео не стоит ожидать, что устройство будет снимать как топовые флагманы, но на свою цену, конечно же, отрабатывает, но не более. По качеству могу отметить, что есть мелкая зернистость и иногда можно встретить пересветы, но спишем это на первую версию софта.
Из особенностей нового Poco X8 Pro можно выделить следующее. У новинки, конечно же, присутствует стереозвучание, хоть при этом не совсем полноценное с отдельным динамиком. Есть разблокировка с помощью AI Face Unlock. Если любите гулять под дождем, то у этого аппарата есть и защита от воды и пыли по стандарту IP68. И кроме этого, тут также есть еще такие степени защиты, как IP66, IP69 и IP69K. Конечно же, никуда в наше время и без модуля NFC, он тут также работает отлично. Сканер под экраном позволяет максимально быстро разблокировать этот аппарат, и, кстати, 10 из 10 попыток он прошел. Также присутствует и новый тип вибромоторчика для более лучших тактильных ощущений от взаимодействия со смартфоном. Ну и изюминка этой новинки — эффекты подсветки на кольцах камеры. Работает оно очень просто. Выбираете те сценарии, при которых светодиоды будут активны. Либо это на новые уведомления, либо при проигрывании музыки, в играх можно активировать, или же даже при зарядке. Хоть кому-то может это показаться ненужным функционалом, но мне лично данное решение зашло. Ну а что же там по аккумулятору? В Poco X8 Pro установлена была батарея емкостью в 6500 мАч. Ну и скорее всего можно это назвать уже неким таким золотым стандартом в нынешних смартфонах. В целом батареи будет хватать на 1,5 дня активной работы, конечно же в зависимости от использования. Кроме этого не забывайте делать оптимизацию оболочки HyperOS, которая продлевает автономку вашего устройства. И также, что интересно, изначально в этой новинке идет, ну или же предусмотрен зарядный блок на 100 Вт. И полное время зарядки аппарата составляет около 60 минут. Ну а теперь давайте подведем итоги. В целом я остался доволен этой новинкой, хоть конечно и видна разница между этой версией и Pro Max. Но если все же вы хотите попробовать новинку от бренда Poco не за все деньги мира, то этот вариант для вас. Отвечая на вопрос, стоит ли это устройство покупать, да, но только если у вас какое-то из старых устройств Xiaomi, Redmi или Poco. Но также при этом всем важно еще знать плюсы и минусы этого устройства. К основным достоинствам данной новинки я могу отнести LTPS AMOLED экран со 120 Гц, актуальное программное обеспечение, подсветка на камере, ну и дизайн. Из минусов я бы отметил следующее. Это скорее всего цена, нет отдельного динамика для стерео и нет возможности расширить хранилище картами памяти. Но если есть вопросы, пишите в комментарии, с радостью вам отвечу. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.